Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деревьям и поговорим о том, какие деревья не только можно, но скорее всего и нужно сажать возле дома, чтобы эти деревья привлекали достаток, благополучие и изобилие в ваш дом, а также радовали вас. Что это за деревья и какие лучше деревья выбрать, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, счастливые владельцы загородного жилья имеют великолепную возможность вырастить рядом с домом роскошный сад, который станет тем прекрасным, чудодейственным местом для отдыха теплым летним вечером. И, конечно же, многие задаются вопросом, а какие именно деревья посадить и каким отдать предпочтение? Ведь каждое растение нуждается в определенных условиях выращивания, а ведь хочется, чтобы и польза была, и внешний вид сада радовал. И далеко не все деревья можно сажать возле дома, потому что некоторые служат источником аллергии и могут навредить вам. И также есть деревья, которые по народным приметам, по суевериям нельзя сажать возле дома. И поэтому, согласно народным поверьям, деревья являются символом здоровья, плодородия и достатка. И считается, что под кроной каждого растения создается особая аура, и судьба хозяев складывается в зависимости от того, какое дерево посажено у дома. Поэтому различные деревья могут подарить разные блага. Давайте начнем с вишни. Вишня – это весьма полезное для человека плодовое дерево. Весной вишня цветет нежными белыми цветами, а в конце лета радует приятными на вкус плодами. При этом вишня сама по себе неприхотлива, и ей не нужен особый уход. И во многих странах именно вишню считают деревом удачи. По поверьям, вишня приносит в дом достаток, а костер под цветущей вишней только увеличивает богатство, поэтому лучше посадить ее возле того места, где вы планируете что-либо готовить на огне. При посадке важно помнить, что она предпочитает влажную, удобренную почву. Следующее дерево – это береза. И береза – это любимое дерево нашего народа, которое олицетворяет русскую душу, и дерево само по себе необыкновенной доброты и красоты. И березу еще называют деревом жизни и с незапамятных времен ассоциируется у многих с плодородием. Считается, что именно это дерево весьма капризное и помогает только тем, кто ему понравится. Также береза, она может вас защитить от нечисти, дать заряд энергии больным людям, но сажать ее вплотную к дому не рекомендуется. Лучше всего посадить березку у забора или возле калитки. Почему именно возле калитки? Дело в том, что береза таким образом отводит с глаз. И вы можете подыскать обязательно для нее влажное место, так как это дерево любит водичку. И тогда это дерево оградит ваш дом от порчи, поможет справиться с депрессией и убережет ваши сны от кошмаров. Также обращаем внимание, что береза очень любит солнечные лучи и радует заметной скоростью роста. Береза легко переносит морозы, но при этом категорически не любит пересадки. И чтобы дерево прижилось на новом месте как можно лучше, следует выбирать саженцы, возраст которых не превышает где-то от 5 до 7 лет. Почти все березы находят свое использование в рецептах народной медицины. Почки, березовый сок, кора и молоденькие листья. Но обращаем ваше внимание, что у березы есть пыльца, а это сильный аллерген, который доставляет немало неприятностям людям, склонным к аллергическим заболеваниям.
Следующее дерево – это яблоня. И с давних времен возле окон спальни молодой девушки сажали яблоню. Считалось, что это дерево дарит красоту, обаяние и счастье в семейной жизни. Многие поверья связывают яблоню с вечной молодостью и долголетием. Яблоня не только дарит вкусные плоды, но и охотно делится своей позитивной энергетикой. Говорят, что именно это дерево имеет достаточно магическую силу. Следующее дерево – это липа. И липа считается одним из наиболее теневыносливых растений, сравниться с которым могут лишь ель, пихта, граб и дуб. Отлично, липа себя чувствует в почвах с хорошим дренажем. Это дерево обладает одним замечательным качеством. Его можно формировать, стричь или гнуть в любом возрасте, что позволяет легко получить не только живые изгороди, но и арки, шары, зеленые беседки и пирамиды. Липа живет достаточно долго, в среднем от 300 до 400 лет. И в течение всей своей жизни она не только радует глаз своей необыкновенной красотой, но и служит источником лекарственного сырья, с давних пор используемого в народной медицине. И препараты, приготовленные из липового цвета, улучшают мочеотделение, потоотделение, выделение желудочного сока, увеличивают секрецию пищеварительных желез и облегчают отток желчи. И липа действует как противовоспалительное и успокаивающее средство. Поэтому, если ваши бабушки собирают липу, именно цветочки, и делают вам чай, обязательно принимайте его, потому что оно действительно помогает. Следующее дерево – это клен, и в славянской традиции клен всегда считался непростым деревом. Наши предки были уверены, что на самом деле это человек, превращенный в растение некими злыми силами. Поэтому древесину клена никогда не использовали в качестве дров и для изготовления гробов, а в листьях видели раскрытые человеческие ладони. Считается, что клен снимает негативную энергию. В результате в семье сокращается количество ссор. Также это дерево приносит в дом долголетие, любовь и достаток. А те, у кого возле дома растет клен, всегда будут спокойны и уверены в себе. Следующее дерево – это каштан. И дерево каштан привлекает своими интересными цветами и листьями. А его покрытые шипастой оболочкой плоды вы можете использовать в лекарственных целях. Каштан, помните о том, что это эгоистичный биовампир, потому что он может только отбирать энергию человека, не давая, к сожалению, ему ничего взамен. Поэтому не стоит это дерево сажать близко к дому. С другой стороны, общение с каштаном помогает наладить настроение и отбросить все печали прочь. Но обращаем ваше внимание, что не стоит выращивать дерево из плода каштана. Предки наши утверждали, что таким образом выращенный каштан может навлечь на человека, посадившего его, разные болезни. И это произойдет, как только каштан перерастет своего хозяина. Поэтому лучше не рисковать и выращивать это дерево из семени или приобрести как вариант саженец. Следующее дерево – рябина. И рябина считалась всегда символом плодородия, процветания и благополучия. Благодаря ярким плодам и багряным листьям она не теряет свою декоративность даже в зимнее время года. Для ее развития не требуются какие-то особые почвенные условия, но грунт не должен быть заболочен или слишком увлажнен. В идеале рябину лучше всего высаживать в небольшой тени или на солнечном участке. И обращаем ваше внимание, что именно это дерево хорошо гармонирует с елью, сосной, пихтой и лиственными породами, в особенности липой, тополем, ясенем, черным тополем, именно ясенем и белой ивой. Высаживают рябину, как правило, в сентябре, октябре или даже ранней весной. Вот такие, друзья, растения, которые мы рекомендуем вам посадить у себя на даче.